Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Ксения уже несколько недель чувствовала себя нехорошо. Первый раз, когда закружилась голова, она списала на усталость. Потом добавилась утренняя тошнота, и она подумала, что случилось маленькое чудо. Но тест на беременность предательски показывал одну полоску. «Ксения Анатольевна, может отменить прием пациентов на сегодня?» В кабинет заглянула медсестра Маша. «Машенька, пожалуй, сегодня я соглашусь. Перенеси, пожалуйста, пациентов на другой день». Ксения всего 3 года работала в этой клинике, но успела себя зарекомендовать как хороший специалист. От ее глаз не убегал ни один симптом болезни, а вот что с ней происходит, она понять никак не могла. «Пожалуй, завтра сдам анализы, а сегодня пойду домой и буду отдыхать». По дороге домой она зашла в магазин рядом с домом. Андрей сегодня дома и навряд ли приготовил что-то поесть. Ей сейчас готовить тоже не хотелось, и поэтому она пошла к прилавку с полуфабрикатами. Они ей никогда не нравились, но живот предательски заурчал. Сегодня успела только выпить чай дома и на работе. Она зашла домой и только хотела крикнуть мужу, что она дома, но услышала странные звуки из кухни. Ксения тихо прошла вовнутрь. На кухне был ее Андрей и какая-то брюнетка. Судя по всему, они только закончили заниматься тем, чем обычно занимаются в спальне. «Милый, но сколько нам еще прятаться?» «Подожди еще немного. Я и так увеличил дозу порошка. Но она толком не ест дома, а по утрам пьет чай. Скоро мы будем вместе». Ксюша вышла так же тихо, как и зашла. Она шла по улице и рассуждала про себя. За что с ней так поступает муж? Она не была богатой. Все, что у нее есть, это небольшая двушка в старом панельном доме, зарплата и ее репутация. Последнее-то точно не могло его заинтересовать. Но не делать же это из-за квартиры. Тем более у Андрея тоже имелась своя квартира, которую они сейчас сдают. Женаты они были 3 года, а до этого еще 2 года встречались. Все было как у всех. Оба реализовывали себя в своих профессиях и мечтали о детях. Да, мечтали. Раньше они часто про это говорили, а вот последние несколько месяцев Андрей почему-то переводил на другую тему. Это она осознала только сейчас. Сейчас она сопоставила все, что было последние полгода. Он часто задерживался на работе, ездил в командировки, и это не прибавляло в зарплате, а даже наоборот. Теперь она знает, куда уходила часть денег из семейного бюджета и какие командировки у него были. В прошлый раз, после такой командировки, она разбирала его вещи и еще удивилась, что он их постирал и сложил так же аккуратно, как складывала она. А ответ был прост. Просто эту сумку никто и не открывал. Она присела на лавочку. Самочувствие было, мягко говоря, не очень. Так долго прошла, скорее всего, просто на адреналине от услышанного. А сейчас чувствовала, как будто ее накрывают свинцовым одеялом. «Девушка, вам плохо? Вам помочь?» Голос звучал как будто откуда-то далеко, хотя она видела рядом стоящую мужскую фигуру. А дальше все как в тумане. Какие-то фигуры, голоса, вой сирен. «Молодой человек, вы точно совсем ничего не знаете об этой девушке?» Олег еще раз подтвердил это врачу. «Я ее не знаю. Увидел в парке, и мне показалось, что ей плохо. Когда подошел, она практически не реагировала на меня. Пока ждал скорую, она сказала: кровь, яд. Поэтому я и поехал вместе с ней, чтобы передать эти слова. Что они означают, я не знаю». «Да это же Ксения Анатольевна!» — раздался женский голос. Врач тут же ушла от молодого человека и пошла в ту сторону, где явно нервничала девушка. «Маша,
Быстро рассказывай, что знаешь». «Это врач, с которой я работаю в клинике в дневную смену. Ей уже давно было нехорошо. Сегодня даже отменила прием. Но вы же знаете, что самые ужасные пациенты – это врачи. Вот она никак и не шла на обследование». Маргарита Владимировна теперь поняла слова пациентки. «Маша, возьми у нее кровь на анализы, в том числе на яды. А пока поставь капельницу и передай в лабораторию, что это срочно». У Ксении в сумке разрывался телефон от звонков. Маша аккуратно достала мобильник. Звонил муж пациентки. «Пока просто отключи», — скомандовала Маргарита Владимировна. Так и сделали. Андрей никак не мог дозвониться до супруги. Уже время было ей прийти домой, но той все не было. После того, как отключился ее телефон, он стал звонить в клинику, но там взял трубку охранник и сказал, что все ушли, а Ксения Анатольевна ушла еще рано, отменив прием. Он это знал, потому что с некоторыми пациентами, которые все равно пришли, пришлось разговаривать ему. Андрей нервничал. А что, если Ксения была дома и видела его с Юлей? Он позвонил любовнице. «Ну не переживай, но какая бы баба не устроила скандал. Может, в больничку попала? Завтра с утра обзвони больнице, а сегодня погуляй по району и сделай вид, что ищешь. Людей поспрашивай, подруге какой-нибудь ее позвони». Он так и сделал, и все равно с неспокойной душой лег спать. А утром в больнице Маргарита Владимировна предупредила медперсонал о том, что по телефону и лично кому-то без нее не давать информацию о пациентке, даже о том, что она у них в больнице. А после позвонила в полицию, так как анализы пациентки подтвердили наличие яда в организме. Олег всю ночь думал о той несчастной, которую сопровождал в больницу. Вот придет на работу и скажет, что ему надо по делам, а сам поедет узнать, что с ней. Но его планы нарушил начальник на планерке. «Олег Валентинович, у нас новое дело. Поступила информация из второй городской. Надо съездить, поговорить с врачом и пациенткой. Дело там нечистое, а у вас как раз нет открытых текущих дел». «Ну, хоть больница та же», — подумал про себя Олег. Каково же было его удивление, когда он узнал, что приехал по делу к той самой девушке. Она была в сознании и вполне внятно говорила. «Я помню ваш голос. Откуда?» «Это я вчера вызвал скорую и сопроводил вас в больницу. Вы знаете, кто мог желать вам смерти?» Ксения погрустнела и кивнула. Ей было стыдно. Стыдно, что не замечала всего этого за мужем. Стыдно, что не обратилась вовремя к врачу. Она собрала всю волю в кулак и рассказала весь свой вчерашний день. Олег слушал, записывал и просто не понимал, как так можно. Он спросил у Ксении, надо ли кому-то позвонить, кроме супруга. «Нет, у меня никого нет. Мама и бабушка умерли, а отца я никогда не знала. А знаете, давайте мы сообщим вашему мужу. Только смотрите, как сделаем. Вы позвоните ему сами и скажете, что попали в больницу, что вам стало плохо и вас привезли сюда, а документов же у вас с собой не было. Поэтому до этого времени никто не знал, как вас зовут. А вдруг он меня захочет убить? Это вряд ли. Но я надеюсь, он привезет вам отравленной еды или постарается подсыпать во что-то здесь. В палате я установлю скрытую камеру. Я буду за стеной, а также буду все видеть и слышать. Мне надо пару часов времени. Договорились?» Ксения была согласна. Когда все было готово, она включила телефон и позвонила Андрею. Он поверил. «Юль, она нашлась. Она в больнице, и ей совсем плохо. Врачи точно по симптомам не догадаются?» «Нет, милый. Только они, скорее всего, поставили ей какие-нибудь капельницы. Ты сделай для нее чай, травяной, и привези в термосе. Пусть пьет, и скоро мы будем богаты
и свободны. Через час Андрей был в больнице. Его лицо выражало искреннее беспокойство. «Ксюша, ну ты и напугала меня», — говорил он. «Я вчера все оббегал вокруг, позвонил всем, кого знаю. С утра уже звонил в больницы и морги. Кстати, тут мне сказали, что такой пациентки нет. Я документы на работе оставила. Вот они и не знали, кто я. А говорить не могла». «Тише, дорогая, много не разговаривай. Тебе нельзя. Я вот тебе чай привез травяной. Там все полезные травки. Ты пей и поправляйся. А мне на работу пора. Знаешь весь, какой у меня начальник. Ему все равно на то, что жена в больнице. Он-то холостяк и никогда никого не любил, так как люблю тебя я». Он поцеловал жену и ушел. Ксюша еще долго потом вытирала лицо влажными салфетками. Ей было так противно от этого. Олег забрал чай. А уже вечером пришел домой к Андрею в сопровождении еще 2 полицейских. «Андрей Сергеевич, вы арестованы. А вы, девушка», — он указал на вышедшую в коридор Юлю, «тоже поедете с нами». В отделении полиции Юля уже в коридоре кричала, что это все придумал Андрей, а тот в ответ кричал, что яд достала она. С этим-то было уже все понятно, но оставался открытым вопрос «почему?». На этот вопрос оба молчали. При обыске квартиры Олег нашел письмо, адресованное Ксении. Оказалось, что отец Ксении богатый человек. Он писал, что не знал о дочери, пока не прочитал статью о ней в интернете. Ему осталось совсем немного, и он оставляет все свое имущество и счета ей. «А вот и причина», — грустно сказал он. Сегодня выписывали Ксению из больницы. Ей еще долго восстанавливаться, но уже в родных стенах. Ее привезли патрульные, а Олег как раз заканчивал в квартире. «Ксения Анатольевна, извините, пожалуйста, но мы изъяли из вашего дома все продукты и чистящие средства. Вдруг где-то еще яд?» Ксения улыбнулась. «Спасибо. Уж лучше я пополню припасы, чем опять попаду в больницу». «И вот», — сказал он и протянул письмо, «это причина, по которой от вас хотели избавиться». Ксюша быстро все прочитала. «Там нет номера телефона. Как мне узнать, не опоздала ли я?» «Все узнаем. А пока напишите список, и я схожу в магазин». «А можно я с вами? Помощница из меня еще никакая, но так хочется прогуляться». Пока они ходили в магазин, пришел ответ по запросу Олега. Ксения долго разговаривала по телефону с отцом. Тому было очень жаль, что чуть не погубил дочь своим письмом. Встретиться им так и не удалось. Отец находился в клинике за границей, но, увы, помочь ему там не могли, а только сделали его последние дни легче. Прошло полгода. «Ну вот и все», — сказала Ксения, отдавая ключи от квартиры новым жильцам. «Вам жаль продавать было?» «Нет, вы меня не так поняли. Я просто прощаюсь со старой жизнью. Мебель все оставила. Если вам что-то не нужно, отдайте, пожалуйста, нуждающимся». «Конечно», — улыбнулись молодожены. «Вы и так продали нам квартиру очень дешево. Спасибо». Ксения была рада, что все позади. Она уезжает из этого города. И единственные, по кому она будет скучать, это ее коллеги. А главное, медсестра Машенька. Она не забыла о доброте девушки и ее внимательности, а поэтому и продала квартиру ей и ее мужу. Маша еще не знает, что когда она войдет в квартиру, то увидит все деньги на тумбочке у кровати. Ведь Ксения знала, что просто подарком Маша не примет квартиру, а вот предлог срочной продажи и скидка для коллеги сработали. У подъезда стояла припаркованная машина, из которой Ксении махал рукой Олег. «Ну как все прошло?»
– участливо спросил он. «Как по маслу», – ответила Ксюша и улыбнулась. «А теперь поехали быстрее, пока Маша не догнала с конвертом». И они поехали. Поехали в новое совместное будущее в совершенно другом городе. Там Ксения откроет свою клинику, а Олег будет начальником охраны. Ведь Ксюша теперь не отпускает его от себя, как самого главного ангела-хранителя, а также любимого человека, и точно знает, что он не предаст. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.